Скоро Новый год, а у нас еще нет елки. Смотри, сколько тут елок растет. Слушай, давай елочку подпилим. Они ж такие дорогие. Их тут много. Тут много, тут не заметят. Выберем Я думаю, какую-нибудь. если одну спилить, ничего. Ну, не такую высокую, например, какую-нибудь поменьше. Вот такую, скажем. Ну да. Никого нет. Тишина. Смотри, что у меня есть. Новенькая пила. Давай. Тихонько только пили. Кут, пилим. Да, давай. Смотри, красивенькая. Небольшая, можно будет незаметно унести. Давай. Бонсай. Класс. Никого, никто не видит. Не? Уходим. Я заблудился. Где наша машина? Давай так обойдем. Мужик, мужик. Hallo. Einfach spazieren hier. Luft atmen ein bisschen, spazieren. Ja. Alles gut? Ja. Gut, Gut. ja, Danke schön. Gut. schöne Weihnachten. Ja, danke schön. Gleichfalls. Weihnachten, ja. Фу, блин, не получилось. Попались. Попались. Еще у меня там пилка осталась. Дерево, не знаю, как отсюда выйти. Там тоже чья-то машина припарковала. Нервы. Все, друзья, это был розыгрыш. На самом деле мы, конечно же, здесь ничего не воруем, никаких елок. Это все законно. Мы просто разыграли такую сценку для того, чтобы показать вам, Как где... можно украсть дерево? Ну, в Германии этим никто не занимается. Здесь это законно. Можно прийти за деньги самому спилить ель себе на Новый год. Что мы и сделали. Мы нашли такое специальное место. Оно находится в 30 километрах от нашего города, где мы живем. Мы прям приехали сюда машиной специально. У этого места есть собственный сайт. Там было написано, что мы должны взять с собой пилу. Мы ее взяли, купили за 16 евро. Получается, мы зря с тобой покупали пилочку. Пилочка дорогая, нам тут все дали. Видите, вот лежат такие ножовки. Можно большие деревья пилить ими. Есть поменьше чуть-чуть. Такие вот веревки какие-то для того, чтобы валить деревья, наверное, не знаю. Почему мы купили? Потому что на сайте было написано, что берите с собой инструмент. Да, представьте, мы потратили целых 16 евро, а здесь столько пилок лежит. На сайте у них, значит, неправильно написано. В общем, мы можем купить, могли бы купить готовую елку здесь. Он говорит, у них скидки есть на готовые уже спиленные ели. А сейчас мы просто вам показываем, как это происходит. Мы берем вот такую тачанку и едем дальше. За елкой. Приходишь на плантацию. Посмотри, какая грязь. Тут, конечно, Как туда дойти? надо было в сапогах приходить. Мы не знали, что здесь будет грязно. Сейчас как-то будем перепрыгивать. Выбираем елочку, короче, которая нам нравится, спиливаем. Цена зависит от высоты. Я так понял, что здесь нету каких-то разных пород. Все елочки одинаковые, мне так кажется. На сайте у них написано, что есть несколько видов елей, там перечислено, но мне кажется, в данный момент здесь плантации одинаковых, и он нам не сказал, что есть разница. Там цена одна, 27 евро за метр. У нас есть метр, чтобы мы поняли. Он дал нам метр. Вот Лада попала по грязи в белых тапках. Если бы я знала, я б резиновые сапоги одела.
kleine. Eine kleine. Ja. Aber schon, ja. Das sind 27 Euro. 27. 27. А, Окей. Ja. Окей. Ihre Meter. Ja, alles gut. Ja. Маленькая, но удаленькая, пушистая елочка. 27 евро и стоит как раз. Сейчас пойдем искать игрушки и куда ее И ставить. подставку, да. Слушай, тут такой колхоз, смотри, там овцы или козы, да? Это козы. И есть такой запашок навозный, да? Да, Чисто сельский. да. А посмотри, какой красивый двор здесь. Скульптуры, смотри. Деревня какие. с намеком на культуру. Это нечто в стиле античности. Здесь даже какие-то приборы средневековые. Смотри, какая интересная скульптура. Это две женщины или Это просто ну, такой вроде как женщина. женственный мужчина. Раньше мужчины были такие женственные. По фигуре вроде мужчина, а лицо женщины, волосы длинные. Очень странно. А там, смотри, там барбекю у них, Санта-Клаус на дереве висит. Слушай, это так классно. Шашлычок пожарить. Вау, да тут кафешка просто, смотри, тут, в общем-то, Точно. можно наверняка в определенное время что-то купить. Кафешка, ну смотри, какая прикольная. Как тут интересно, наверное, будет сюда прийти, наверное. Прям в лесу. Да. А может, едут специально люди Может пожарить быть. шашлык вот здесь. Столики, лавочки. Ну смотри, здесь одно место, вот на расстоянии другое. То есть это не будет, наверное, так, что, допустим, ты, напротив тебя сидит еще кто-то. Вот одно место, а второе место, это третье место, да, ну как бы. И еще нужно выяснить, когда они работают. Смотри, а здесь вертеп, Лада. Ух ты. Вот это интересно. Слушай, ну Прикинь, это просто- вот такие инсталляции делают в простой деревне отдаленной. И они вот заморачиваются, такие вещи создают где-то непонятно где, в Смотри, лесу. Мы случайно сюда заглянули, смотри, могли бы даже этого не заметить, просто пройти мимо. с пачками сигарет. А глаза невинные. Деткам принес. А я думаю, знаешь, местные немцы наверняка про эти места знают, поэтому они сюда приходят. Это просто мы не знаем, мы здесь недавно. Видишь, скульптурки повсюду стоят. Пипи-кака-ланд. Страна пипи-кака. Маленькой елочке холодно зимой. Из лесу елочку взяли мы домой. Сколько на елочке шариков цветных, розовых пряников, шишек золотых. Бусы повесили, встали в хоровод. Весело, весело встретим Новый год. Приехали в строительный магазин, который называется Оби, для того, чтобы купить здесь подставку. Посмотри, какая красота. Какой Вот ужас, как с тобой в магазин теперь идти? Я не знаю, может вытряхнуть попробовать как-то. У тебя есть салфетка? Ну да, сейчас. А мы вытряхивать, нет? Немножко, да. Вот какой теперь Санта-Клаус. Ну что, вот они, Weihnachtsbäume, продаются где. Ты посмотри, Лада, здесь все очень большие. Если бы мы покупали здесь, мы бы купили какую-нибудь такую крупную. Вот написана цена. Вот эти самые, наверное, большие, 175-250 сантиметров, то есть до 2,5 метров, стоят почти, да, 48 евро стоит такая елка. А здесь поменьше, ели здесь до 2 метров высотой,
35 евро. А здесь есть и подешевле, смотри. За 20 евро можно было такую елочку купить. 1,5 метра. Короче, в магазине все-таки, друзья, дешевле получается покупать. Вот. Выбор есть, огромный. Так что пойдем сейчас посмотрим подставку. Какие дорогие вот эти подставки. 35 евро стоит одна подставочка. Ну, конечно, она используется не 1 год. Это надолго. Вот еще за 35 евро такая подставка. Сюда вода наливается. Очень удобно, но Но очень дорого. для нас, например, мы вообще не каждый год ставим. Нам это, в общем-то, совсем не нужно. Дороже самой елки. Поэтому мы не будем покупать. Мы наверняка все-таки как-то в ведро. Смотри, женщина сказала, зачем вам покупать вот такой вот крест, ну, подставку, если вы можете просто купить ведро, насыпать туда песка или что-то, земли, водичкой даже полить или там. Теперь нам нужны елочные игрушки. А тут, в общем-то, большой выбор игрушек всяких. Вот за 13 евро целый такой большой пакет шаров. Это на верхушку можно поставить за 3,5 евро. Вот еще за 7 евро такую красную штуку можно вверх влепить. Так, подешевле ищем. За 6, за 7 евро можно вот таких красных шаров купить. Эти шары в коробках по 10 евро. Упакованы красиво, но сами шары ничем не отличаются. Нет, отличаются, конечно, немножко по цвету. За 13 евро разноцветных шаров можно накупить. Этого хватит на Ну да, нашу на такую елку. елочку. Вот смотри, можно по дешевке за 5 евро, да, вот таких небольших Так шариков. давай купим сразу. Чем искать другой магазин, Конечно, да. в котором, скорее всего, на 1 евро всего лишь дешевле будет. Да? Я думаю, да. И вот гирлянды, Лад. Ага. Смотри, но гирлянды нужно смотреть. Я не помню, это цены 99 евро, Да, что ли? такие цены на гирлянды. 100 евро вот это вот. 63 евро вот другие гирлянды. Их тут, Самые наверное, много. дешевые я вижу за 14, да? Вот за 14 Не, вот еще. евро. Вот, смотри, за 10 евро. За 10 евро. Ну что, я не знаю. Как-то дорого. О, Да? вот это нам подходит. За 5. За 5 за 5 евро да? какая-то гирлянда. Потому что неизвестно, как ее подключать. Здесь есть хоть какое-то зарядное устройство к ней? Или это может самому надо втыкать, присоединять к чему-то? Я не справлюсь с этим. Какие красивые искусственные ели. 100 евро стоит такая вот заснеженная. И это тоже стоит, по-моему, 100 евро с шишками. Но все-таки мы не зря сюда приехали. Здесь есть что-то недорогое, интересное. Вот Лада взяла такую игрушечку стеклянную. Это как будет у нас верхушка на елку. Вот такие вот игрушечки небольшие. И вот такие я держу большие игрушки. Эти большие красные шары стоят 5 евро. Гирлянда с дождиком сразу стоит 4 евро. На батарейках. Здесь батарейки. Вот. И вот это вот все, по-моему, 3 евро, да, вместе получается? Или 2,5 даже. Я бы еще таких взяла. Мне они так нравятся. Они на елке будут очень, знаешь, так смотреться. Мы еще мамины игрушки повесим, как поэтому ледяные не вот стоит, такие. не стоит, Ладос. Мы зашли в Lidl купить продуктов и смотрим, а здесь тоже продаются елки. И стоят они здесь за штуку 17 евро. И достаточно большая. Из лесу елочку взяли мы домой. Так, пришло время наряжать. Мама он уже игрушки подготовила, а елка еще только в сеточке. Еще как ее из сеточки достать надо. Снимаем, и она сразу пушнеет. Мусор сыпется, конечно. Ничего, уберем мусор Сейчас сейчас, будем да. заметать сразу. Конечно, мы долгие годы не использовали елку, не ставили именно из-за того, что это слишком грязное дело. А с нее все время что-то сыпется. Мусора.
когда ставишь, потом когда убираешь, короче, капец. Она еще в сене вся. Да. Натуральная. Это натуральная в лесу росшая, да, не готовил никто, мы ее сами нашли, вы видели. Так, смотрите, мы хотим поставить ее вот в такой... Ой, тут эта веточка просто. Я боюсь, как бы не сломался, не лопнул. Мы этот кувшин, кстати, на улице подобрали, уже давно. Вот мы в него нальем воды, и я думаю, оно может выдержать его, а может и нет. Видишь, стоит, но Ну так не очень. симпатично вроде смотрится. Но обычно это еще белой бумагой можно обернуть. Вроде она в снегу. Или пусть Слушай. так. Ну как-то. А вдруг перевернется? Пока Лада наряжает елку, навешала на шарики веревочки, привязала, теперь вешает шарики на елку, мама вяжет. Потом дойдет очередь и до маминых игрушек. У нас что-то слишком много получилось шаров, всяких игрушечек. Смотрите, как вам зверята ваши. Сейчас подивлюсь. Очки один. На местах? Чудово. Чудово. Я еще хочу показать, какой Ольга Лукинична связала. Посмотрите, какая прелесть. Это буквально вчера Ольга Лукинична 2 дня сидела или сколько? Больше. Больше, сколько дней? Не помню. Вот какой слоник, он даже с эмблемкой. С эмблемкой. Там орешки, да? Да, натуральная орешки. Слоник несет орешки. Вот смотрите, какие глазки, пуговички. Замечательный слоник просто. Мы его под елку посадим, он будет у нас сидеть здесь. Вот так вот. И Мишка тоже будет сидеть. Вот еще Мишка такой. И тоже будет сидеть здесь. Белочка прыгала в шубке голубой. Елочка, елочка, я пойду с тобой. Ветку нарядную ниже опусти, нас шоколадную рыбкой угости. Встанем под елочкой в дружный хоровод. Весело, весело встретим Новый год. И вуаля, друзья, смотрите, у нас полный комплект настоящий, новогодний. Все, у нас даже музыка играет под елкой. Вот такая инсталляция. Обалдеть. Просто я даже не ожидала, что так получится, да? Не хуже, чем на уличных ярмарках. Да. Ярмарки отдыхают. Ну вот, друзья, смотрите, как уютно. Поскольку мы сейчас живем в Германии, то мы как бы изучаем немецкие традиции. Мы не стараемся им следовать, потому что это все-таки их традиции, это их религия и все прочее. А мы просто хотим вам рассказать, что немцы празднуют Рождество 4 недели. Точнее, это подготовка к Рождеству, 4 адвента. И каждую неделю они дома зажигают по одной свече дополнительной. В каждой семье есть такой венок, в котором есть 4 свечи, и каждую неделю адвента каждая семья зажигает одну свечу. Каждую неделю воскресенья собираются в узком кругу друзей, зажигают свечу и празднуют как бы Рождество, потом, возможно, идут на ярмарку. В общем, вот так вот. Мы тоже немножко к этому Немножко приобщаемся. приобщаемся. В основном мы захаживаем на ярмарку для того, чтобы выпить глинтвейн, а вот сегодня мы еще и пойдем в гости. Нас пригласили наши друзья, тоже беженцы из Украины, которые снимают здесь квартиру, живут, у них 2 детей. В общем, Сегодня сходим с ними разделить да. один из адвентов. А всех наших зрителей мы сегодня хотим поздравить с Рождеством, поскольку это видео уже выходит приблизительно Ольга около... Лукинична, вы присоединяетесь? Конечно. Все. Я всегда за. Да. Вот. Хотим всем пожелать, конечно, счастья в личной жизни, богатства, успехов, но самое главное – мира. Мы хотим загадать вместе с вами, знаете, как вот загадывают на праздники, когда задувают свечу и в других случаях, загадать, чтобы в этом году, уже в этом году в Украине закончилась война. Вот просто бац и закончилась. Я думаю, что если все вместе мы загадаем это желание, будем проектировать во Вселенную, то
то это совершится. Мир наступит обязательно. Давайте это делать прямо сейчас. Вот сейчас. И Exitin mundo, exitin coribus, silent arma et vivant homines, lux veniat et maniat pax. Amen. помните, как в песне поется: по темной улице вдвоем с тобой куда-то мы идем. Так мы с Ладой сегодня идем куда-то по темным улицам Гайслингена. Особо ничего не видно, но благодаря тому, что на некоторых домах подсветка есть, и вот блестящие елочки, то можно посмотреть дома на улице, где живут немцы, как они украшают свои дворы снаружи. В общем-то, ничего особенного. На Хэллоуин даже сильнее украшают иногда. Идем в гости, как мы вам и говорили. Сейчас покажем вам, какой там стол украинцы накрывают. Обычно сильно обильный по традиции. На этот раз не знаю, посмотрим. Мы тоже идем не с пустыми руками, с гостинцами. Тортик купили, клубничный какой-то. Тут еще подарочки какие-то в сумках. Идем отмечать. Мы в этом видео рассказываем про елки. И вот здесь в гостях сейчас я вам хочу показать. Смотрите, 2-метровая натуральная елка, купленная в магазине Оби, строительном, там, где мы были с вами, показывали вам. И стоит она 35 евро. Вот они ее так украсили. Красиво тоже у них везде, видите, гирлянды по комнате, шарики. Ну, то есть у них есть дети, поэтому они сильнее с этим заморачиваются, так скажем. Умеют это все сделать. И еще посмотрите, какой стол. Стол это Мы такое, вообще допустим, произведение искусства. Посмотрите, это утка. Настоящая утка в яблоках, с яблоками. Я еще видела, сверху медом как-то покрывают. Мгм. Вот. Ну и еще Хозяйка. 1000 маленьких блюд всяких, я даже не знаю, что, как Оливье, называется. картошка холодная. Посмотри, какой стол вообще готовят наши украинцы любимые. Сейчас нам предстоит все это попробовать. Надеюсь, мы не объедимся. Уже ждут, пока мы снимем, и чтобы сесть уже за стол. Сейчас хозяин пришел с работы, он ходит на работу здесь. То есть у него пробный период скоро заканчивается, но я думаю, его возьмут. И вообще они уже не на джоб-центре, здесь муж с женой живут, и жена сейчас учится на B2, потому что у нее высшее образование, она в Украине работала на хорошей должности начальнической, и здесь, в принципе, тоже может свой опыт применить, но для этого нужен язык, понятное дело. У нее подтвержденные дипломы, тут все. И надо отметить, что сейчас очень редко дают курсы B2 бесплатно, а вот в случае этой семьи тут жене дали, потому что все-таки имея подтвержденный диплом в Германии уже все, может работать по этой специальности, единственное, чего не хватает, это языка, поэтому уже джоб-центр пошел навстречу, проплатили курсы B2, и она теперь учится, когда закончит, и все, уже полностью они будут самостоятельные. Вот. Так что это на тему того, работают ли украинцы в Германии. Мы просто сейчас уже рассказываем про тех, которых мы лично знаем. С которыми мы учились. Да, с которыми мы учились, мы уже многих знаем, которые пошли на работу. Данил, слушай, мы давно тебя уже не снимали, не встречались с вокзала. Какая приятная неожиданность. Да. Привет. В Стерунге, видишь, вообще на Штутгарт выпал, на Ульм выпал. Какие-то проблемы. А Поезда тут раз сбиваются. приезжаю уже, меня Да. с машиной встречают. Тебя ждет автомобиль. Вау, крутой причем. Я думал, ты будешь с аккордеоном, как обычно. Где твой аккордеон? Я его оставил в Шафхаузене. Шафы — это такие овцы. А Шафхаузен — это значит дом овец.
Серьезно? овец, Вот да. этот город в Швейцарии, в котором мы были, Да, в котором да, да. Рейнские водопады, это дом овец. Дом овец. Да. Кстати, ладно, мы с тобой овец там видели. Видели, да, я Да. тоже видел. Там они подстригают пригорки. Их выпускают, они раз, все подстрижено. Овцами Минируют. стригут. Да. И где ты на этот раз был, Даня? Доехал даже на север до Ханофы. Ничего себе. Это ж мы говорим Ганновер. Ага. Они говорят Ханофа. Вы знали, да? Нет. Не, вообще я знал, конечно, но звучит как-то по-израильски. Тебе не Звучит кажется? как-то очень странно, да? Знаешь, как этот... Хайфа. У Булгакова есть такой персонаж Ханофа. Ханофа. Вообще у них Ганновер это типа разбойник. Да? Ганновер. Ну и у тебя там был концерт? Был. И в Касселе был. То есть я даже так на север заехал чуть-чуть. Ну и в Швейцарии был. Ничего себе. Везде был. География широкая. Ты гастролируешь сейчас, Чуть-чуть да? погастролировал, да. Так, насколько я понял, Джоб-центр тебе уже ничего не платит, ты Не платит, зарабатываешь уже с сам. октября, да. Мне пришло письмо, что вы типа должны вновь обратиться, а я обращаться не стал. И потом моя оператор спросила, вы что, не хотите хотите обращаться? получить? Я говорю, да у меня же концерты начинаются, я уже надеюсь как-то своими силами. Она говорит, ну хорошо, хорошо, я вас тогда вычеркиваю. Обрадовал. Да. Так вы тогда ко мне не должны были приходить. Ну, с одной стороны, все, ты самостоятельный уже и зарабатываешь себе плюсы в Германии, так сказать, на будущее. Да, я думаю, это хорошо, думаю, это правильно. А с другой стороны, если у тебя нестабильный заработок, это, конечно, проблема. Меня да? могут назад вернуть. Ну да. Вас же тоже спрашивали, не желаете ли вы назад вернуться. Да. Не, мы не желаем, пока у нас все нормально. А вот, кстати, хочу обратиться к нашим зрителям. Может быть, кто-то может помочь Данилу с концертами. Может быть, у кого-то есть выход на публику, которая, например, желает послушать аккордеон там, или, например, выступление вместе с балалайкой. Да, там, Было, да. Сейчас вот последнее было. Мгм. То есть у тебя есть целая концертная программа, с которой ты Да. можешь приезжать. Конечно. В последнее время ты выступал вроде бы как в домах престарелых, да, вот таких, на таких Мы сейчас площадках? играли, да, с Экспромтом, Мгм. с ансамблем Экспромт. У них есть очень много клиентов в домах престарелых. Но это почему-то не круглый год у тебя, да, получается? Не круглый. Дело в том, что они взялись с детьми играть. И это, конечно, выгодно. Со своими детьми. Все идет в одну кассу. Да, я Все, понял. ни с кем не надо делиться. Семейный бизнес, это, Да, конечно. экономически выгодно семейный бизнес делать. И вот у них этот бизнес хорошо пошел. Дети тоже музыканты, и они играют больше с детьми. В общем, если у кого-то есть возможность приглашать Данила на какие-то мероприятия, платные имеется в виду, то пишите нам. Мы оставим еще, кстати, и оставляем всегда ссылку на канал Данила в Ютубе. И, в общем-то, можем даже его почту оставить, да, на которую можно писать с предложениями насчет выступлений. Да, я готов. А сегодня ты нам сыграешь что-нибудь? Конечно. О, ну Конечно. тогда едем за твоим аккордеоном. Конечно, мы сделаем как бы оформление к новогодней программе вашей. У нас про елочку видео. Да, про елочку сыграю. Старый вокзал в Гайслингене – это наше любимое место для съемки музыкальных видео. Сейчас в помещении старого вокзала располагается клуб для юношества, так сказать. Какие-то развлекательные игры, тут у них, возможно, теннис, спортплощадка рядом, баскетбол, футбол, велодорожка рядом, дом престарелых желтенький дальше. И здесь есть такое местечко уютное, в котором мы всегда располагаемся для того, чтобы снять что-то музыкальное. О, у тебя сегодня какой-то уникальный. Это мы с Виталиком спасли этот инструмент. Починили, помнишь, мы с тобой починили? Да. Это видео называлось «Старый Хонор снова в строю». И оно набрало какое-то рекордное количество просмотров. Там было ничего, в нем вообще ничего особенного. Я просто сыграл какую-то детскую песенку на нем. И мы рассказали, что вот починили тут ремень с Виталиком. Это ж вот 30-40-х годов инструмент. Давай его Но он рассмотрим. может вполне сыграть русскую какую-нибудь, например, песенку про маленькую елочку.
Dankeschön. А здесь, рядом с его домом, постоянно что-то выставляют такое интересное и достаточно ценное. Вечно тут какие-то вещи просто так отдают. На этот раз стиральную машинку, как вы видите, да? Ну вот, как распознать, что это отдают? Тут написано Цуфершенкин. Хоть оно и выцвело, а Цуфершенкин обозначает дарим. Вот, машинка стиральная. Whirlpool. Такая фирма. Немножко уже поржавела вот здесь, то есть много лет, наверняка много лет, ну, может быть 10, не знаю. Но мы купили машинку, которой 10 лет, и ничего, она у нас отлично работает. На 8 килограмм написано вот. Здесь барабан, не трещит, крутится, не дергается. Резинка целая. Внутри выглядит хорошо. Вот. Вилка висит на месте, это значит, что машинка рабочая. Она, конечно, большая, 60 сантиметров в глубину, ну, на 8 килограмм, я тебе скажу, это такой объем хороший, можно стирать. Возможно, она, так скажем, электричества много потребляет, но вообще просто вот на улице стоит. Мы, когда заселялись в квартиру новую, у нас не было машинки, я бы забрал тогда эту машинку себе бесплатно. Хотя бы на первое время, не знаю. Но мы купили за 50 евро, тоже недорого. Bosch, хорошую машинку. Вот такая она, Германия. Можно иногда повстречать очень интересные вещи. Слушай, здесь написано Цумитнем, это значит отдаем даром, да? Такая большая кучка, но за целлофаном не видно. Раз накрыли, значит что-то, Вау, которое... это диван. Да? Посмотри. Ух ты! Ничего себе! А еще больше сними чуть-чуть. Слушай, классный диван. Или это кресло? Тут ковры какие-то, да? И мне кажется, вот это ковры. кресло или часть дивана. Кресло, да? А это угловой Это диван. уголок, это уголок. Мгм. Ну, немножко, конечно, смотри, потертый. Поюзанный немножко, да? Поюзанный, да. Тем не менее... А может это нет, это дизайн такой, смотри, здесь светлее, здесь темнее. Ну, а может и вытерлась, конечно. Это угловая часть. Это, наверное, отдельное кресло, а там еще одно кресло, одна часть. В общем, То есть диван. он не раскладной, но он, в принципе, можно поставить где-то в гостиной, вот так вот. Мгм. Еще Еще ковры. эти коврички наверняка такого же цвета, как диван, да? Ну да. Круто. В Германии можно вот так вот На улице на собрать улице себе найти мебель. себе мебель и обустроить себе квартиру. Причем Это приличную очень мебель. Смотри, она, Да. ну, все-таки не грязная. Может быть, немножко выцвела, конечно, да. Я когда искала нам диван, я просмотрела кучу объявлений на Kleinanzeigen. И в принципе такие диваны, они еще и не так уж дешево и стоят там. Ну, то есть 50 евро, 100 евро, то есть такие вот подержанные, поношенные. Есть даже за 150 евро, кто как. Но нам уже не надо. Поэтому мы назад закрываем это все. Мама нас попросила купить небольшой моточек ниток для того, чтобы носки довязать. А мы решили, ну, купим ей моточек и еще 3 маленьких. Ну, уже вяжи с удовольствием, как хочешь. Потому что сама она боится их купить. Все время экономит. А мы ее купим уже и на год хватит. Вяжи не хочу. По 10 евро эти моточки. Это будет ей праздничный подарок. Да, это можно шарфики вязать, не только носки, да? Красивые. Очень приятно. Спасибо. Давайте, наверное. Давайте. 28,50. О, нет, так еще даже не 30. А это со скидкой, да, получается? А, 9. Вот по 8 евро. По 8 вообще по евро, 8. да. Мгм. И вот эта маленькая 3,50. Kleine Interview. Was ist das? Das hat mir Женя empfohlen. Это Женя не мог спать в условиях этого Лагеря. спортлагеря. Мгм. И он сказал, пойду завтра покупать. Потом он мне прислал вот это. Сказал, это действенное фотку. средство для Сказал, того, чтобы... очень помогает спать хорошо. М, А я в последнее время сплю
типа там до 4:30, потом не сплю до 7, потом могу снова заснуть. Это не годится. Не годится. Или я должен рано ложиться и уже в 4:30 или в 5 вставать. А тебе же не на работу. Тоже так. Ну да, так тоже можно. В принципе, так можно. Но я в последнее время поздно ложился, теперь у меня какой-то такой график неопределенный. У меня, кстати, тоже сместился. Я работаю очень хорошо, да? плодотворно, очень Я тоже. по ночам. Я тоже. Но Да, это нормально. Это как бы, когда вот ты хочешь что-то такое интересное сделать или какую-то идею создать, родить, то хорошо. Но когда все спят, тихо, тебя ничего не да, отвлекает. то наверное, хорошо. так. Штутгарт. Weihnachtsmarkt. Алло. Какие приветливые люди тут машут. В общем, люди веселятся, машут нам камеру. А, да? Окей. Мы хотим купить здесь что-нибудь съесть. Предложение очень большое. Тут целая улица с киосками, со всякой едой. Людей не слишком много, поэтому мы можем позволить себе повыбирать немножко. В Штутгарте ярмарка огромная, просто по всему центру разбросана. Обойти невозможно. Влада ищет что-то вкусное. Оно все вроде вкусное, да, но все это несъедобное для нас. Толчья и суета. Люди ходят, не пройти. Слишком много народу вокруг. Все-таки мы решили маме нашей купить пряничек за 5 евро. Не такой большой, как Жене мы подарили там в Хемнице, но мама сладкого-то и не должна есть, но это чисто... Подарочек праздник. Да. Потратили мы такие 25 евро на вот эту праздничную еду. Глинтвейн и картошка и сосиска. Роте вурст. Смотрите, какая красивая. Попробуй. Но нам еще должны вернуть 6 евро, да? Насколько я понял, за чашки. То есть это получится... 3 евро от чашки. Да, поэтому 19 евро у нас выйдет эта еда. Картошка фри, глювайн и сосиска. Конечно, это все надо, конечно. Мы хотели пройти мимо и ничего не покупать. Смогли. Но это нужно делать. Не жалко даже денег. Хотя я понимаю, это в 2 раза дороже, чем если бы мы покупали в обычное время. Мы поглощаем праздничное настроение. Вот здесь мы купили, быстро обслуживают, так как в Макдональдсе почти. Еще один год в списке пропавших без вести. Кому он нужен теперь? Его не будут искать. Спасибо, что не последний. За ним закроется дверь. Мы станем дальше ждать, что с нами будет теперь. 2025 не виноват. Он родился со шрамом на сердце, с дулом у головы. Есть годы, которые хотелось бы вернуть назад, но только не эти 4 года, увы. Я никогда не хотел, чтобы время летело быстрее, чтобы несколько лет исчезли в календаре. Так не бывает, но может быть нас согреет новый 2026 в январе.
Еще один год, который не вспоминаю, пропал на стыке эпох, его не будут искать. Спасибо, что не последний, за ним закроется дверь. Мы станем дальше ждать, что с нами будет теперь. Спасибо, что не последний, за ним закроется дверь. Мы станем дальше ждать, что с нами будет теперь.